Приветствую вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня мы досаживаем 15 мая 2021 года, вечер, и мы уже решили посадить. После испытаний в прошлом году у нас было всего-навсего 2 растения кавунів, и они дали хороший урожай, даже поздно посадили, прекрасно получилось, они не болели здесь. И, естественно, мы решили вот целый ряд, тут и дыни, тут и кавуны, вот. Арбузы, вот, все это посадить по центру, сделать вот такую интересную посадку. И для этого что нам надо? А для этого вот курник, который вот там уже, возле Александра Федоровича, в составе которого, смотрите, прекрасная композиция питательных веществ. Здесь и магний, и железо, кальций, сера и другие питательные вещества. Естественно, сейчас мы вот еще уже перемешала по килограмму рыбная, мясо-костная мука и кормовые дрожжи. Хочу сказать, что здесь тоже очень ценные вещества. Здесь даже расписано состав вот этих ценных веществ. Здесь кальций на первом месте, фосфор, магний и другие микроэлементы. И очень важные есть и витамины, поэтому особенно здесь аминокислоты. Это все для растений очень полезно. Я раньше по горсти ставила, а теперь ставлю пол-литровую баночку под каждое растение. Очень хороший результат получается, поэтому это долгоиграющее удобрение. Поэтому мы вот его перемешали обязательно, чтобы было все здесь одинаково для каждого растения. Хорошенько вот так. Ну и приступаем к посадке. Мы посадим в первую очередь вот этот посерединке. Между растениями арбуза мы и дыни тоже оставляем промежуток 60 сантиметров. Как и на поле высаживали, так и здесь. Посередине один ряд. Ну что, я даже натянула веревочку. Под каждое растение ставим объем пол-литровая баночка стеклянная. И вот этот регион, где у нас будет, где будут находиться корни, мы засыпаем вот этим удобрением. Дай мне, пожалуйста, курник. Курник. Вот. Оператору приходится и снимать, и в то же время... Здесь, кстати, ставлю целую, тоже пол-литровую вот этого удобрения курник. Это чистое удобрение, потому что, вот смотрите, я делаю так, чтобы было вот все вот это пространство, потому что корни вот этих бахчевых культур, они любят тоже расходиться и везде находиться. Ну и питание должно быть везде. Дай мне, пожалуйста, лопату теперь. Ну и просто так не пройдет этот номер. Нужно обязательно это доставить в почву. И оно не, в почве не должно быть в одном месте, а должно быть вот так по всему периметру. Пространство для корней готовим. Вот таким образом. Я уже заранее смерила растения, где какие должны быть. Здесь сверху даже стойка есть, куда поднять. Ну, будем формировать по 1-2 плода, для того, чтобы вызрели как можно пораньше. Мы хотим раннюю продукцию. На улице еще будет там, у нас обычно в мае, в конце холодно бывает. И высаживаем рассаду, и она погибает, потому что ей нужно тепло. Это теплолюбивые, очень теплолюбивые растения, поэтому нужно использовать в этом году, как получилось в прошлом году. Такие сладкие были, какая вкуснятина. Ну и мы раньше выращивали дыни, а тут посадили вот 2 рассадины. У нас получилось, остались кавунив, и мы посадили. И розовые, и сладкие, и вкусные. Почему бы не посадить снова? И это мы делаем. Итак, у нас вот здесь будет находиться само растение. Вот так вот. Не помню, какой сорт. Я покупала, это голландские. Они мне очень нравятся. Они точно дадут урожай. Вот. Глубина растения. Вот так вот. Я их полила еще с утра. В раке только появилась возможность. Сейчас пойду водичку принесу. Пока стоп-камера. Водичка теплая на месте. Обязательно перед поливом очень хорошо получается вытянуть тогда рассаду. Перед посадкой надо обязательно полить.
Вот так вот. И он тогда очень легко вместе со всем комом вот этим, с землей, с корешком, все это легко будет. О, а теперь, видите, как оно даже видно уже. Ой, хорошо. Именно перед посадкой. Вот. Видите, какая красота. Корневая система. Вот так. Чем больше хорошо, ну, у меня была перевалка. Я использовала сначала в таблеточках посадила, потом маленькие горшочки, а затем уже вот перевалку сделала, потому что обязательно надо дать возможность развиваться корневой системе. Вот один мы уже посадили. Досадим сейчас все, и я вам обязательно покажу одно важное мероприятие, которое мы проводим после посадки. Это обязательно, чтобы растения завтра утром или ночью не погибли, мы должны сегодня обязательно с ними провести очень важное агромероприятие. Ну что, садим дальше. Стоп, камера. И что, посадили? Фух, посадили. Вечер уже, но это обязательно еще одно агромероприятие, потому что завтра утром, может быть, часть и не будет стоять ровненько, то есть их могут уничтожить вредители. Здесь мурах много, и поэтому вот смотрите, что вот эта вещь мне помогает. Кстати, я сразу отвечу на вопросы. У меня просто в той теплице поликарбонатной нету вот таких мурах большого количества. Я там 2 столовые ложки вот на 10 литров воды, вот ведерко у меня. Здесь я буду ставить 4 ложки, открывая, и 4 ложки, надо подальше от нее, нашатырного спирта. Это очень хорошая вещь. Она их поразгоняет, пока мои растения полностью не адаптируются. И они тогда жесткие становятся. Так, надо помыть. Попало мне на руку. Очень аккуратно надо. Запах, конечно, изумительный. И мне здесь на растение, смотрите, у меня тут пол-литровое, я литр поливаю вокруг. Не само растение, а вокруг. Вот, и с этой стороны. То есть я весь круг, который может быть вот подступом к вредителям этого растения, я его полностью уже вот пролила. И следующий. И вот так вот каждую рассадку, вот это сейчас у меня уже завершение бахчевых культур посадки. Вот. И вот таким образом все, каждое растение мы вот таким образом проливаем. Но мы сейчас это завершим и перцы, и баклажаны. Я еще несколько помидоров тут испытательных посадила возле столба металлического. В общем, всем хватает места. Мы прощаемся с вами. Всего вам самого доброго. Защиту ставим для наших растений. И до новых встреч в новых видео. Пока-пока.